В особняке в Челси жила семья Харрисов. На фотографиях – счастье, в реальности – холод и страх. После смерти матери маленькая Лили осталась с отцом, бизнесменом Александром Харрисом. Когда он уехал по делам в Сингапур, его новая жена Виктория превратила дом в тюрьму. Каждое утро Лили просыпалась от звука каблуков. Спала она в кладовке, питалась объедками и выполняла бесконечные поручения. На звонки отца Виктория отвечала сама, уверяя, что все прекрасно. Девочка писала письма, короткие, наивные, полные надежды. Она прятала их под матрасом, не зная, что когда-нибудь одно из них станет ее спасением. Единственным человеком, кто проявлял к ней доброту, была пожилая домработница Мэри. По ночам она приносила Лили кусочек пирога и молока, шептала, что все изменится. Но когда Виктория узнала, что кто-то кормит девочку без разрешения, Мэри уволили. После этого дом стал мертво тихим. Лили продолжала писать письма, в которых рассказывала отцу, как скучает. Одно из них Виктория случайно нашла и уничтожила. Тогда девочка решила тайком отправить другое. На рассвете она вышла во двор, но Виктория застала ее у почтового ящика. Конверт был разорван, слова растоптаны. Через несколько недель внезапно вернулась Мэри. Она принесла Лили еду и пообещала найти ее отца. Сдержала обещание, передала одно из писем Александру Харрису. Через месяц он неожиданно вернулся в Лондон. Дом казался идеальным, но за этой чистотой скрывалась правда. В коридоре он увидел дочь, исхудавшую в поношенном платье со следами от веревок на запястьях. Подозрения подтвердились, когда он нашел в саду закопанную коробку. В ней было письмо Лили и аудиозапись Мэри с признанием о том, как Виктория морила девочку голодом и била ее. На следующее утро Викторию арестовали. История попала в газеты, письмо девочки спасло жизнь. В суде Александр сидел рядом с дочерью, сжимая ее руку. Приговор был коротким – 6 лет заключения. После этого особняк изменился. Окна распахнули, в саду снова зацвели гиацинты, цветы, которые любила мать Лили. Девочка рисовала их акварелью и впервые за долгое время улыбалась. Александр начал вести дневник, где писал: «Сегодня она смеялась. Сегодня я учусь быть отцом». Утро над Лондоном было ясным. На лице Лили играло солнце, и в ее глазах больше не было страха, только жизнь, которую они начинали заново.